Или вообще еще лучше идти в бизнес-инкубатор. Они жадные даже по отношению к себе. Возможно, сейчас вы устали. Кто-то пишет какие-то благодарности по утрам, дышит маткой. Психолог, психотерапевт – это нормально. И неправильно написан бизнес-план, неправильно выбрана форма налогообложения, надо было брать рич-аут. Уже есть проблемы по здоровью? Привет, меня зовут Стас, я 10 лет живу в Польше и занимаюсь бизнесом. За это время через меня, через нашу компанию прошли сотни предпринимателей. Я провел больше 500 личных, профессиональных, платных консультаций. Мы открыли больше 300 компаний в Польше, больше 500 ИП в Польше. И у нас есть отличный список из 5 пунктов, почему у людей не получается бизнес в Польше. Я его назвал грубо, как открыть бизнес и не продать его. Да, но это вот такие вот сборка пунктов, исходя из всех консультаций, которые я провел, исходя из всех тех запросов, проблем, реакций, людей, этих глаз, которые я видел на консультациях, я сделал для вас такую вот подборочку. Что самое важное, почему у людей все-таки не получается бизнес в Польше. И первая причина – это принимать быстрые и необдуманные решения. Я знаю, что, возможно, сейчас вы устали от вашей работы, где вы работаете. Может, кто-то из вас работает на заводе. Таких людей много было у нас на консультациях. Они приходили с запросом, как им быстро, срочно, в ближайшее время стартовать бизнес в Польше. И было такое ощущение, что им не важно, какой бизнес, да, вот им прям очень хотелось уйти от того, что есть сейчас. И эта стратегия называется «убегать от». Да? То есть они убегали от чего-то. Они не бежали к своему светлому будущему, к тому, чтобы иметь больше свободного времени, зарабатывать $5000, но они убегали от того, что есть сейчас. Они очень сильно не хотели работать по найму, не хотели работать на заводе, и бизнес для них это был некий выход. Но здесь есть нюанс. В этом состоянии, в котором люди находились, да, вот когда они приходили на консультации, они уже были в точке А немножко подразбитые, да, их физическое состояние было не очень, психическое, моральное, и исходя из этого они очень часто принимают неправильные, скоропостижные решения. Это тезис номер один, то есть причина номер один – принимать эти быстрые решения, необдуманные, импульсивные, эмоциональные, и очень часто люди здесь делают ошибку, покупают не ту франшизу, открывают не тот бизнес и так далее. Причина номер два – заниматься чем-то, где у вас нет опыта, и сейчас очень глубокая, тонкая вещь, и у вас еще нет опыта и навыков, как этот опыт быстро приобретать. То есть вы начинаете заниматься каким-то бизнесом, вы в нем не разбираетесь, и при этом у вас нет понимания, как в нем быстро разобраться. То есть нет такого навыка, который позволил вам быстро в этом бизнесе либо в каком-то другом разобраться. И опять же, люди открывают, они не разбираются, они неправильно, исходя из этого, считают бизнес-план, они неправильно прогнозируют доходы, расходы, чаще всего расходы неправильно прогнозируют, очень сильно завышают доходы, средний чек завышают свои ожидания, и потом обычно через 3, 6, максимум 9 месяцев эта вся история закрывается. Отлично, вы досмотрели до этого момента, значит, вам действительно интересен бизнес в Польше. Поддержите нас, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на наш канал. А если вы реально настроены делать бизнес в Польше, то мы можем вам в этом помочь. Во-первых, в формате обучения у нас есть классный обучающий продукт по старту и ведению бизнеса в Польше. Во-вторых, консультацией. И в-третьих, услугами. Регистрация компании, ИП и налаживание бизнес-процессов. Внизу под видео вы найдете все ссылки и продолжаем смотреть выпуск. Что такое технология, навык по быстрому приобретению опыта? Как можно быстро приобрести опыт, да? В чем заключается эта технология? Эта штука не новая, и она заключается в следующем. Первое. Когда вы хотите заняться новым бизнесом, вы можете пойти туда на работу. То есть вам не обязательно спешить, вы можете спокойно пойти на работу и поработать там 3, 6, сколько надо месяцев. Второе. Вы можете купить чей-то опыт, то есть купить у кого-то платную консультацию, купить консультацию у вашего будущего конкурента, и вы будете удивлены, но эта вся история не очень дорого стоит. То есть там консультацию у вашего конкурента, у будущего какого-то партнера, инвестора можно купить там, условно, я не знаю, за 150 евро, да. Но можно же найти 150 евро, чтобы вам
чтобы вас кто-то ускорил? Можно, да, поэтому этим редко кто пользуется. И третья технология, она вообще бесплатная. Вы можете бесплатно, практически очень много вкачать в себя знаний, опыта и навыков через бесплатные источники. YouTube, подкасты, инстаграмы, рилсы. Ну, то есть все, что есть. Да? На нашем канале уже некоторые наши подписчики открыли такие же консалтинговые компании по открытию бизнеса в Польше, бухгалтерские компании, просто смотря на наш канал. Да? Не только на наш, но и в том числе вот на этот ресурс. Поэтому ошибка номер 2 – это заходить куда-то, где нет опыта и не иметь какого-то навыка и технологии, как быстро этот опыт получать. Теперь он у вас есть. Если кому-то интересно подробнее, чтобы мы разобрали, возможно, ваш кейс, оставляйте под видео заявку на платную консультацию, поработаем конкретно над вашим запросом. Третье. Иметь неправильное физическое, психическое и духовное состояние. Я об этом вначале говорил, но вы скажете, ну а как же, Стас, я и так хочу создать бизнес для того, чтобы вот это вот правильное физическое, эмоциональное и духовное состояние иметь. Ну как же мне, типа, мне сейчас плохо, я хочу сделать что-то, чтобы потом было хорошо, да? Но сначала вам нужно сфокусироваться на себе, создать вот этот фундамент. И у меня был даже такой эксперимент на консультации, да, ко мне приходит там семейная пара, они работали на заводе, просто на каком-то заводе, по-моему, LG или какой-то, они собирали технически какие-то вещи, собирали на вот этом, на конвейере. И я на них смотрю и говорю, ребята, у вас уже есть проблемы по здоровью? И они такие, да, а откуда вы знаете? Я говорю, окей, а вот здесь вот психически вы чувствуете вот это давление? Они такие, да, а откуда вы знаете? Я говорю, ну я знаю, потому что у меня таких много было, и я сам был в такой ситуации, да. Поэтому вам нужно поработать над своим телом, анализы сдать, начать заниматься спортом, лимфу пускать, да, активировать, кровь активировать, ходить, бегать, тренироваться, отжиматься, сдать анализы, поменять питание, то есть подготовить свое физическое тело к новому виду нагрузки под названием бизнес. А поверьте, там иногда нагрузка больше, чем на работе. Вам нужно подготовить свою психику и поработать над своими ожиданиями. Возможно, пройти несколько сессий с психологами. Психолог, психотерапевт – это нормально. И здесь, в Варшаве, и вообще в целом в моей жизни, чем там больше я занимаюсь бизнесом, чем больше я общаюсь с умными, богатыми людьми, тем больше они работают почему-то с психотерапевтами. Вот какая интересная закономерность, да, получается. Поэтому это нормально. Это не означает, что вы какой-то вам надо в дурку куда-то ехать и так далее. И эмоциональное состояние, это эмоциональное, духовное, да, состояние, это какая-то некая связь вас с вами же, это связь, я не знаю, в кого вы верите, с Богом, со Вселенной, да. Это навык успокоиться и находиться здесь и сейчас. Кто-то делает медитации, стоит на гвоздях, я не знаю, кто-то пишет какие-то благодарности по утрам, дышит маткой. Найдите какой-то свой способ, который подходит вам. Третий пункт, почему бизнес в Польше не получается, почему он закрывается, это неправильное вот это вот состояние. Четвертый пункт, очень интересный, неожиданный. Жадность, жалость, злость, обида на себя и на окружающий мир. Жадность. Люди жадные, люди не хотят инвестировать и покупать какие-то знания, да, они не хотят инвестировать, они жадные даже по отношению к себе, они не хотят инвестировать и покупать какие-то новые знания для самого себя, да. И, это деструктивно, это ни к чему не приведет, вы будете постоянно в замкнутом цикле. То, что касается еще жадности, это не только инвестиции в себя, но это и выбор классных, правильных подрядчиков, это нежелание платить налоги в Польше, это все тоже вокруг жадности. Друзья, это неправильный нарратив, это неправильная идея, которая к хорошему не приведет, обычно не приводит, исходя из тех 500 консультаций, которые я видел. Я знаю, что вам сложно, я знаю, что, возможно, сейчас там какой-то сложный период в жизни, но жалость, к сожалению, это детская позиция. Вы можете пожалеть себя в моменте, но в глобальном смысле вам нужно выходить из жалости и начинать занимать взрослую позицию. А взрослая позиция – это человек, который
объективно понимает, что происходит в его жизни, разбирается с тем, куда он хочет прийти и начинает действовать. Не жалеет себя, а просто системно начинает действовать. Ну и последнее, это злость и обида. Самое, наверное, сложное, потому что злость к русским, злость к войне, злость к государству, злость на конкурентов, да, обида какая-то. С этим сложнее всего. Лучше это там психолог, психотерапевт. Но есть еще много инструментов. Кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, я там больше про это рассказываю. 5-й пункт, как можно просрать бизнес в Польше, это неправильное окружение. Люди, которые приходили на консультации, да, и особенно те, кто работали на заводах, они мне рассказывали, я лично на заводе не работал, я там, допустим, официантом работал, но смысл примерно одинаковый, да. Они мне рассказывали, какой там контекст происходит, да, то есть что происходит, о чем люди говорят, о чем люди думают, какие цели люди себе ставят, и самое важное, какие вопросы они себе задают. И эти все люди, эти все вопросы, они не приведут вас к тем вашим целям, к тому, что вы хотите выдернуть себя из этого общества, вы хотите там выдернуть из этой среды и все-таки создать бизнес, да. И окружение – это вещь, которую ты не можешь сразу пощупать, ты не можешь даже понять, начинает ли оно на тебя влиять как-то или нет. Окружение – это то, что тебя окружает как декорация, но со временем твоя психика и тот способ, как ты смотришь на мир, начинает на тебя влиять. Ты начинаешь меняться, ты начинаешь также смотреть на мир, как и твое окружение. Да? Способов поменять окружение много. Бесплатные какие-то сообщества, группы по интересам, телеграм-сообщества, вебинары, семинары и все остальное. То же самое, только платное, обычно эффективнее, но не всегда. Иногда, в жизни нет гарантии, но иногда, когда вы платите деньги, о чудо, но люди почему-то гораздо более разумные, эффективные, честные, искренние приходят, которые тоже заплатили деньги. Да? То есть есть еще какие-то платные сообщества. Я сейчас ни к чему не призываю, просто объясняю, как это работает. Возможность поменять окружение – это ходить в места, где это окружение тусуется. Просто подумайте, где могут находиться люди, которые интересны вам в мышлении. Возможно, это люди, которые не сидят в баре, а которые находятся на какой-то выставке Ван Гога. Тут была, кстати, в Варшаве. Это люди, которые не тусуются в клубе, а ходят на какой-то ивент, где они узнают про искусственный интеллект. Подумайте, напишите такой список, и вы удивитесь, оказывается, таких вариантов и ивентов много. Это все. Такие 5 пунктов. Надеюсь, вам это было полезно. Я знаю, что вы хотели, наверное, услышать что-то связанное с налогами, про то, что неправильно написан бизнес-план, неправильно выбрана форма налогообложения, надо было брать reach-out, а не податок ліньовий, надо было открывать спілку ЗО, а не одну особову діяльність, или вообще еще лучше идти в бизнес-инкубатор. Но это все инструменты по достижению цели, а на самом деле бизнес не получается именно по вот этим 5 причинам, которые я перечислил. Верю, что это было полезно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам нужна помощь в старте и развитии вашего бизнеса, в регистрации компании, ИП, в бухгалтерии, в консалтинге, в консультациях, в оптимизации налогов, внизу под видео вы найдете наши контакты. Мы будем рады вам помочь. Пока!